Хочешь знать тайны? Оставайся с нами. Это канал Тайны Счастья. Это я, мастер Ольга. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, мастер Ольга. Хочу сегодня сделать такое, знаете, может быть, не самое информативное, такое ежедневно важное гадание. Расклад сделаем сегодня на фантастическую тему. Кем был ваш возлюбленный, ваша возлюбленная с вами в прошлой жизни? То есть такое в прошлом, как вы встречались, не встречались, кармические или у вас не кармические отношения. Сделаем такой расклад. Надоела бытовуха. Давайте попробуем. Это крутая колода Некрономика. Она такая волшебная и страшная. Давайте вынем сейчас первую карту, посмотрим, что она нам хочет сказать. Да, ну что ж, все будет интересно. Смотрите, как. Это тоже будет вариантный расклад. Кем был ваш любимый человек с вами вместе в прошлой жизни? Какие у вас были отношения? Поиграем, посмотрим. Любопытно. 4 варианта вынимаю. 1, 2, 3, 4. Какой вариант вам подходит? Какой вариант вас к себе притягивает? И посмотрим, что же там такого интересного. Давайте в сторонку эти. Вариант номер 1. Кем же был ваш любимый человек в прошлой жизни? Какие у вас с ним были отношения в прошлой жизни? Ну что ж, это интересно. Смотрите, эта колода, тут надо просто, может быть, некую преамбулу внести. Эта колода сделана частично по мифологии Лавкрафта. То есть, что мы здесь видим? Девушка, которая стоит на земле, и рыболюд, такой рыбоподобный человек, который выходит из моря. Я не знаю, просто читали вы Лавкрафта или нет, это один из моих очень любимых фантастических авторов. То есть это про такую кармическую связь, несмотря на всю разницу в видах, несмотря, то есть там история про то, как вот эти рыболюды приходили к человеческим женщинам и рожали от них детей. И была это такая темная, темная история. Это про кармические отношения в прошлой жизни. Вы точно были связаны, вы точно встречались, точно это была очень-очень серьезная такая история для вас обоих. Вот даже собачка у меня. Что такое? Собачка у меня тоже боится, ужас, говорит. Жужа, иди отсюда, не мешай нам, у нас тут сказочная история. Так, значит, смотрим, какие подробности вашей истории здесь были. Что там у вас такое было интересное между вами? Что ж там такое интересное между вами было? Так. Ну, это звезда. Это Иштар здесь, видите? То есть это про женскую какую-то... То есть, возможно, женщиной вы были... дама, да? Кто у нас тут гадает? Женщина была из этой пары, скорее всего, жрицей. Ну, смотрите, вот в этом контексте смотришь, она была жрицей, вот, видимо, которая продвигает вот эти отношения с этими рыбосуществами. Была жрицей. Да, и мужчина был очень значимым, потому что в этой колоде это Шут, ну, дурак, это Азатот. Это верховное божество вот этих рыболюдов. То есть мужчина, похоже, в этой паре был таким божеством или аватаром божества, а женщина была жрицей. Да, и делали они такие вот замечательные ритуалы и оргии. То есть ваша любовь, она не просто про как бы двух людей, которые встретились, но в частности про такое очень серьезное мистическое наполнение. И была связана с каким-то, видите, ритуальными какими-то действиями. Ну, и это всегда на самом деле наполняет
любую связь гораздо большим смыслом. Ну, давайте ради интереса уж раз взялись, посмотрим, чем там дело кончилось в этой любви у вас. Чем же там дело кончилось? Ой, а дело кончилось наступлением каких-то других иных врагов. Так. Ага. Ну, вы, похоже, до конца были вместе. Вы были вместе до конца, принося в жертву посторонних людей, очаровывая, околдовывая их, принося, похоже, действительно в жертву. Слушайте, ну это прикольная штука. Такие Бонни и Клайд фантастические у нас первая пара. Классно. Давайте, что-то не хватает. Вместе ли вы, ну, как бы с этим человеком сейчас? Да, да, вы вместе. Это вот ваша пара как раз. То есть это про какую-то бытовую, вот простую жизнь. Вот такой интересный бэкап у вас. Давайте посмотрим теперь. Это вот уберем, подвинем здесь, освободим местечко. И посмотрим вариант номер 2. Что у нас здесь? Кто ваш возлюбленный с прошлой жизни? Ну, это тоже про какие-то магические. Тут на карте мы видим ведьму, которая делает какой-то ритуал. Ведьму, которая делает какой-то ритуал. Кто мужчина? Кто ж тогда у нас тут мужчина? Кто же является парой? Кто же является парой? Ага, парой является некромант. Ведьма и некромант. Ну, просто там мы пару сразу увидели, а здесь вот как будто у нас недостаточно информации. Интересно. Интересно. И какие же были отношения между вами? Что же, как же оно все было, как же оно проходило все? Так. Ну, тут тоже, вы видите, дело-то серьезное. С некромантами не забалуешь, конечно. Да и с ведьмами, по большому счету, тоже. Что происходило? Мужчина колдовал, женщина была на подмоге. То есть это не просто отдельно взятая ведьма, отдельно взятый некромант. Это некромант, ведьма, которому помогала. То есть здесь приносились, опять же, в жертву существа, было серьезное большое колдовство. И в другой своей ипостаси ведьма, ну, занималась, помогала, занималась хозяйством, видите. Как-то все это, в общем, интересно. Тоже какая-то история про Бонни и Клайда, просто немножечко в другом, ну, как бы, контексте. Так, ну и хорошо. Сейчас встретились ли вы в этой жизни со своим любимым человеком? Да, встретились, только отношения у вас тяжелые. Judgment, ну, то есть это правосудие. Это про то, как, ну, все будет по справедливости, но в частности, видите, это про какую-то такую сложную, невероятную, мощную энергию. И пусть даже ваши отношения не, может быть, не очень легкие, это, видите, это господи, не могу перевести на русский язык, когда много-много очень читаю и смотрю по-английски, поэтому имею трудности с переводом на русский. Это привратник рая. Вот кто это. То есть все здесь непросто. Ваши отношения прям тоже пышут разными вариациями. Так, соберем эту часть, посмотрим. У нас с вами карта номер 3. Ага, кто же был ваш любимый? Ну, получается, что это вор. Может быть, это расхититель гробниц. Давайте посмотрим, а женщина тогда кто в этой паре?
повешенный. Это, ну, смотрите, это тоже интересно. Женщина-хранительница. Слушайте, классные, какое гадание у нас с вами выходит, какие классные сказки. Мне очень нравится, обожаю эту колоду. Часто не использую, просто потому что в бытовых вещах она очень классные, дает точные ответы, но не все готовы к такой, ну, визуальной форме. А вот для нашего расклада это прям вот потрясающе. То есть, похоже, женщина в этой колоде, вот в этой паре была хранительницей. То есть это, ну, источник. То есть хранителем какого-то или существом, которое вот волшебным находится туда, куда пришел грабитель разграблять. Так они и познакомились. Так, давайте посмотрим, как же эти отношения у вас... Ой, все уронила. Как же эти отношения у вас складывались? Что ж там было? Что ж там было, как оно все протекало? Как оно протекало, как все было. Так. Да. Ну вот видите, это все-таки про какие-то ценности разграбляемые, действительно. Ой, кого-то убили. Я думаю, что здесь история такая, что женщина покинула свой пост, охраняя и должна была охранять какие-то ценности. Женщина покинула свой пост, видимо, принеся определенные жертвы, такие вот своих соратников, я так предполагаю, ради любви. Ради любви, и дальше, видите, эта пара пустилась в какие-то такие темные искусства. Интересно, интересно. То есть, опять же, очередные Бонни и Клайд, просто из другой истории. Ну что ж, давайте посмотрим, встретились ли вы с этим человеком в этой жизни. Так, хочу уточнение. Ну, как бы, знаете, моя мысль такая, что еще по времени вы, похоже, не совпали. Не совпали по времени. Он еще, ну, умер и не родился, похоже, мужчина этот. Если вы мужчина, то вы еще не родились. Ваша дама вас ждет. Видите, он был похоронен и еще не родился. Это отшельник, но это тем не менее интересно. То есть он еще за чертой находится. Не знаю, встретитесь вы или нет, но давайте спросим, в этой жизни успеете встретиться или нет. Ну, похоже, пока, наверное, скорее нет. Видимо, в следующей. Ждите встречу вашу замечательной пары в следующей жизни, в этой. Похоже, вы не совпадаете по времени, ну никак. Жаль. Но, кстати, знаете, я что думаю? Это вот следствие определенное. Сейчас я эти карты верну. Посмотрим на них вот здесь. В каком-то смысле это следствие того, что было сделано, были разлучены, потому что, ну, это, видимо, наказание, потому что здесь имеется и предательство долга, и убийство. Ну, в стародавние времена, как вы понимаете, жизнь у людей, наделенных силой, складывалась по-разному, поэтому и наказание тоже существует, ничего не поделаешь. Ну, подождите чуток, встретитесь в следующей жизни. Итак, смотрим 4-й вариант. Кем были? Ну, это, похоже, раб. Интересно. Интересно. Так, сейчас я вытащу уточнение. А женщина кто? Это императрица. Но это Шибнагурат. Опять же, а женщина такое... ну, как бы существо. То есть это великая богиня таких вот нечеловеческих существ. Интересно. Так и тянет спросить, как же встретились они и что же там было. Давайте посмотрим, как они, вы, те, кто выбрал 4-й вариант, как встретились, что там было.
Так. 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 Араб тут при чем? Ну, это про мага, который занимался вызовом существ, ну, некромант, и даже вполне удачно, вполне удачно. Однако я не могу понять, какое отношение... скорее всего, вот что. То есть эта деятельность его весьма успешная привела к тому, что он, похоже, был за эту деятельность казнен. Так тоже бывает. Но, тем не менее, эти отношения были совершенно точно успешные. У людей все получалось. Другой вопрос, что, ну, правда, такая деятельность осуждается частью высших сил, поэтому вполне могут быть какие-то наказания. Давайте посмотрим. Так я не понимаю, ну как бы хорошо-то им был, что ли, по крайней мере, сейчас еще уточним. Или прям вот он сразу был казнен. Ну, дьявол, да, точно был. Это Ктулху сам собственной персоной. Да, все было. Все было все хорошо. И видите, что они-то как раз вместе, ну, как бы, здесь не было никаких страшных... Нет, видите, чудовищ, они друг для друга просто как мужчина и женщина, любящие друг друга и более ничего. Но, однако, пришло возмездие очень быстро, потому что мир такие отношения не приемлет. Встретились ли вы с этим человеком уже в этой жизни? Ну, я бы сказала, что да, но давайте вытащим уточнение, посмотрим. Ну да. Просто, видимо, вам нужно пройти какой-то момент от каждый в своих каких-то вот сложностях должен преодолеть какие-то остатки, знаете, ну, кармы, что ли, за прежнюю жизнь. Поэтому тогда вы сможете быть вместе, однако у вас, видите, вот это вот, ну, это все-таки мечи, двойка мечей, видите, девушка-то с ножом все-таки стоит. Здесь мужчина, женщина травил. Ну, то есть вам сложно, на вас, похоже, все же тоже находится все еще кармическая нагрузка. Хотя, ну, любовь присутствует, и как бы я надеюсь, что все трудности будут преодолены. Вот такой вот забавный раскладик у нас сегодня. Прям вот серьезно обожаю эту колоду. Я думаю, что еще будем делать какие-нибудь такие вот сказочные расклады. Очень люблю. Надоела мне бытовуха. Хочу более затейливых колод. Буду их использовать. Так что ждите. Всем удачного дня!